Расскажи, что случилось, почему ты оказался в Киеве? После событий августа 2020 года, в которых я активно участвовал, это мирные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Э, Наша группа «Разбитое сердце пацана» принимала участие, насколько это было возможно. Это были дворовые концерты, акции солидарности. И вот, получается, боже мой, я забыл, какого числа. 13, 13 февраля 2021 года должен был состояться очередной концерт для активистов под Смолевичами в базе отдыха «Огонек». И мы успели отыграть только одну песню. Ворвался ОМОН, всех арестовали. Это 64 человека вместе со зрителями, с детьми. И в результате нас всех посадили в тюрьму. Мы отсидели 15 суток ареста в Жодинской тюрьме. И после освобождения мы решили продолжить нашу музыкальную деятельность, но узнали, что мы под запретом в Беларуси. То есть нам невозможно было продолжать выступать, сочинять, играть, говорить. Мало того, мы узнали от инсайдерских источников, что, возможно, это будет не первый наш арест, что, скорее всего, за нами снова придут. Мы приняли решение уехать в безопасную страну, выбрали Украину и выехали, и поселились в маленьком городке Ирпень, это пригород Украины, Киева, пригород Киева, и там вот фактически до первого дня войны, 24 февраля 2022 года, мы там жили. Твой сын, сколько ему лет? Он там уже научился украинской мове? Да, сын 8,5 лет ему, он пошел в 3 класс в украинскую школу. Приняли замечательно, совершенно открытая система, и, конечно, нас приняли, и, конечно, он обучался на украинском языке, и он быстро схватывает, он за 2 четверти полностью выучил, проблем никаких нету с украинским языком, и учится наравне с украинскими детьми, и все, но сейчас все это закончилось. И как вы попали тут, здесь, в Польшу? Когда я 24 февраля я проснулся в 6 утра от того, что какие-то грохот какой-то, как будто гром весенний, как будто молния. И я подумал, ой, не может такого быть. Перевернулся и заснул обратно. А потом, когда я проснулся, чуть позже я открыл интернет и прочитал, что началась война. А это, оказывается, бомбили уже наш пригород. Я сел в машину, попытался найти заправку. Заправку я искал с утра до вечера, потому что очень много машин, все стояли, огромный коллапс. И мне удалось заправиться только в 6 вечера, и в 8 вечера мы начали выезжать уже фактически под обстрелами. Мы ехали, а сзади у нас уже рвались бомбы. Все это было как в фильме. И все дороги были уже разгромлены, разбомблены, и мы выехали по единственной уцелевшей дороге на Житомир. До словацкой границы мы добирались 4 суток. 4 суток мы провели в машине, 4 суток мы спали в машине, через пробки, через блокпосты. Поехали в одну сторону на Винницу, нас развернули, мы поехали в другую сторону, нас там развернули, мы поехали на Могилев-Подольский, на молдавскую границу. Там прошла информация, что белорусских мужчин высаживают с автомобилей, не выпускают, потому что это граждане страны-агрессора, получается. Мы развернулись через южную границу, через все Карпаты, поехали до Ужгорода, и там уже через полтора суток стояли в очереди на пересечение границы. Мы смогли пересечь границу, попали в Словакию, и уже со Словакии мы поехали прямиком в Польшу.
А скажи, что случилось с деньгами? Я знаю, что все банки из Украины закрыли конта граждан Беларуси. Да, к сожалению, это так. У нас заблокировали все карточки. Все средства, которые были на карточках, заблокированы. Они так и остались на тех карточках. Я писал в службу поддержки Приватбанка украинского, но, к сожалению, там ссылаются на принятый закон. И пока эти счета заморожены. Ну, они не аннулированы, то есть там деньги есть, но воспользоваться ими нет возможности. Ну и что дальше? Вы здесь приехали, одну ночь у нас, другую ночь там в фундации. Мгм. А что думаешь, что делать потом? Ты бы хотел здесь жить, в Польше? Конечно, конечно. Я воспринимаю сейчас свое нахождение в Польше как вынужденную меру. Это я воспринимаю это так, как будто, ну не как будто, а это мой долг, моя обязанность вывести семью в безопасное место. Почему Польша? Потому что здесь много знакомых, большая белорусская диаспора, и здесь развита взаимопомощь друг другу. На этот счет я немножко более спокоен. Языки похожи. Языки похожи. Дело все в том, что я мысленно и внутренне очень стремлюсь вернуться обратно в Украину. Потому что за тот почти... Вот я жил там 11 месяцев, и я полюбил всем сердцем, всей душой эту землю, этот город, украинскую мову, украинцев, украинское солнце, украинский воздух. Это уже мой родной, получается, моя вторая родина. И, естественно, я хочу по мере возможности, насколько будет в моих силах, и еще вопрос, позволит ли мне, найти какие-то пути, возможности вернуться в Украину. И если надо будет помогать в освобождении, либо помогать в восстановлении, но как-то участвовать в дальнейшей судьбе Украины я очень сильно хочу.